Всем привет! Сегодняшняя лабораторная работа будет посвящена извлечению драгоценных и не очень металлов из вот такого интересного материала, представляющего из себя гранулы промышленного катализатора стартовым весом 1,4 кг. Так как состав этого катализатора мне неизвестен, то, соответственно, искать в нем мы будем как золото, так и металлы платиновой группы, а именно платину и палладий, а также при небольшой доле везения еще и родий. По плану переработки. Так как материал обладает достаточной степенью абсорбции, то есть возможностью впитывать в себя различные жидкости, на первом этапе мы измельчим эти гранулы до порошкообразного состояния для уменьшения потерь на этой самой абсорбции при впитывании раствора, содержащего драгоценные металлы. На втором этапе проведем выщелачивание всех имеющихся в этом материале драгоценных металлов при помощи соляной кислоты и гипохлорита натрия. На третьем этапе проведем качественный анализ на содержание в полученном растворе золота, платины и палладия. И по результатам этого анализа на четвертом этапе проведем селективное осаждение золота, платины и палладия при их наличии. Ну и на последнем этапе результаты проделанной лабораторной работы по возможности сплавим и взвесим. План накидали. Приступаем. Для измельчения материала задействуем вот такой видавший виды девайс с ножами, изготовленными из высокоуглеродистой стали, с примесью марганца. Пересыпаем наш материал в измельчитель и запускаем процесс. Материал катализатора размолот в пыль, перемещен в 5-литровый стакан и смочен дистиллированной водой. И теперь займемся приготовлением выщелачивающего раствора. И для его приготовления нам понадобится два ингредиента. 1000 мл разбавленной в 2 раза водой 32% соляной кислоты и 250 мл гипохлорита натрия с массовой концентрацией 120 грамм на литр. При смешивании этих двух ингредиентов начинает протекать реакция, уравнение которой вы можете видеть в правом верхнем углу, и эта реакция сопровождается выделением атомарного хлора. При приливании же получившегося выщелачивающего раствора в материал начинает протекать реакция, уравнение которой вы также можете видеть в правом верхнем углу экрана, и в процессе этой реакции образуются хлорводородные кислоты благородных металлов. И с этими хлорводородными кислотами мы в дальнейшем и будем работать. Сейчас я прилью ингредиенты выщелачивающего раствора к материалу. И далее этот материал будет перенесен в вытяжной шкаф. К сожалению, следующие несколько минут разговаривать на камеру я с вами не смогу, так как буду находиться в полнолицевом противогазе. И будем наблюдать за всем на таймлапсе. Давайте мы заглянем в вытяжной шкаф. И как можно видеть, выщелачивающий раствор имеет характерный цвет, говорящий о том, что как минимум палладий в нем присутствует. На выщелачивание понадобится около 2 часов при температуре около 90 градусов. Спустя пару часов выщелачивание закончено, и раствор отправляется на фильтрацию. И пока наш раствор фильтруется, я отобрал из него 2 пробы по 50 мл. И как раньше и говорил, сейчас мы произведем качественный анализ на содержание в этом выщелачивающем растворе драгоценных металлов. Анализ будем делать на золото и платину. Ну а палладий, судя по цвету, здесь в любом случае присутствует. Сначала погасим избыток азотной кислоты. Для этого в каждую из проб присыпем немного мочевины. Дадим ей раствориться.
после этого в одну из проб присыпем хлористый аммоний. Это будет анализ на платину. А в другую пробу присыпем небольшое количество железного купороса. Это будет анализ на золото. И перемешаем. И дадим пробам немного отстояться. Спустя 15 минут растворы с пробами отстоялись, и теперь кое-какие выводы уже можно сделать. Сначала рассмотрим пробу на золото. На мой взгляд, цвет раствора практически не изменился, а также не видно выпавшего осадка, даже в незначительных количествах. Из этого делаем вывод: золото в растворе отсутствует. Пробу на золото в процессе анализа я подогревал. Теперь рассмотрим вторую пробу, а именно пробу на платину. И здесь можно видеть две вещи. Первое – это выпавшие кристаллы хлорплатината аммония в достаточно приличном количестве, а также обесцветившийся раствор. Так как хлористый аммоний в значимых количествах не должен был сосадить из этого раствора наряду с платиной еще и палладий, то отсюда делаем вывод, что в осадке у нас находится чистый хлорплатинат аммония, а цвет раствора, изрядно просветлевшего, обусловлен остаточным количеством платины, находящимся в этом растворе. Так как при использовании в этом процессе хлористого аммония из раствора можно извлечь не более 87,5% платины в виде хлорплатината аммония. И так как у нас сегодня именно лабораторная работа, я попробую показать способ, при котором можно добиться практически 100% извлечения платины из раствора при помощи тиамочевины и серной кислоты. При этом должен образоваться нерастворимый тиамочевинный комплекс платины. Так как в положительном исходе этого опыта я не уверен, поэтому поступим следующим образом. Основную часть платины из раствора мы извлечем по классике при помощи хлористого аммония и высадим хлорплатинат аммония, а остаточное количество платины обработаем тиамочевиной и серной кислотой. И перед тем, как мы начнем, маленькая ремарочка, заключающаяся в том, что совершенно глупо было гасить в начале анализов излишки азотной кислоты при помощи мочевины, так как азотная кислота в этом растворе отсутствовала. Мы задействовали не царсководочный процесс, а процесс выщелачивания гипохлоритом натрия. При этом азотная кислота не задействуется. Мой косячок, который, впрочем, не повлиял на результаты анализов. Итак, приступим к извлечению платины. Раствор хлорводородной кислоты платины отфильтрован и перемещен в стакан объемом 3 литра. И после всех промывок объем раствора составляет чуть меньше 2. Извлекать платину из этого раствора мы будем в виде хлорплатината аммония, и для этого задействуем нарезку из 65 граммов хлористого аммония. Этого количества должно быть достаточно для извлечения порядка 15 граммов платины из этого раствора. Больше, я думаю, здесь вряд ли содержится. А также выполнение двух условий: избыточности реактива и остаточной концентрации хлористого аммония в растворе в районе 20 граммов на литр, что необходимо для более полного извлечения. И также не будем забывать о нашей пробе, которую мы прильем к основному раствору после извлечения из него хлорплатината аммония. Присыпаем реактив.
Видим начало выпадения кристаллов хлорплатината аммония. Сейчас покрутим какое-то время раствор на мешалке до полного их выпадения. И также вливаем сюда нашу пробу. Весь процесс выделения хлорплатината аммония сегодня происходит на холодную. Выделение хлорплатината аммония из раствора закончено. Можно наблюдать достаточно приличное его количество, сформировавшееся на дне стакана. И раствор отправляется на фильтрацию. И в процессе этой фильтрации промывать осадок хлорплатината аммония мы будем 10% раствором все того же хлористого аммония. После фильтрации имеем следующую диспозицию. Уловленный на фильтре осадок хлорплатината аммония, перенесенный в стакан и разбавленный дистиллированной водой, и, собственно, сам фильтрат. И этот фильтрат является не таким обесцвеченным, как при проведении анализа, и есть подозрение, что кроме остаточных следов платины в нем все-таки находится палладий. И давайте для того, чтобы либо развеять, либо подтвердить наши сомнения, проведем анализ небольшого количества этого раствора на наличие палладия. Для проведения этого анализа я развел 4 грамма диметилглиоксима в 120 мл 5% раствора гидроксида натрия. Давайте прильем раствор диметилглиоксима к раствору, в котором, возможно, содержится палладий. Наблюдается формирование желтой взвеси, и это означает, что в растворе действительно присутствует палладий. Поэтому сейчас при помощи диметилглиоксима мы выбьем этот палладий из основного раствора. Достаем магнитный якорь, бросаем его в основной раствор. Раствор ставим на магнитную мешалку. Включаем магнитную мешалку. И приливаем раствор диметилглиоксима. И также сюда отправляется раствор, взятый на пробу. Ждем формирования осадка. Формирование осадка диметилглиоксимата палладия закончено, и раствор отправляется на фильтрацию. А мы пока займемся восстановлением платины. Восстанавливать платину до металлического состояния из хлорплатината аммония будем при помощи одноводного раствора гидрозингидрата, разбавленного 1 к 2 с дистиллированной водой. Прикапываем восстановитель.
Восстановление началось. И ждем окончательного восстановления платины и формирования осадка. Восстановление платины закончено. Также закончено формирование осадка. И этот осадок отправляется на чистку и сушку. Почистить осадок попробуем при помощи азотной кислоты. При этом палладий, если он вдруг находится в примесях, перейдет в раствор, а платина останется. Приливаем азотную кислоту. Ждем растворения, если оно вдруг произойдет. Осадок платины почистили в азотной кислоте и можем наблюдать творящиеся сегодня в лабе чудеса, а именно полное растворение осадка платины в азотной кислоте. И это говорит нам о том, что это была вовсе не платина, а палладий, выпавший из маточного раствора в виде хлорпалладата аммония. Как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Сейчас быстренько профильтруем этот раствор и посмотрим, останется ли на фильтре хотя бы следовое количество платины. Раствор профильтровали и можем наблюдать, что повторного чуда в лабе сегодня не случилось, а именно даже следов платины на фильтре нет. В итоге на выходе имеем чистейший раствор нитрата палладия. Что с ним делать дальше? Сейчас будем думать. А делать, собственно, будем вот что. После фильтрации маточного раствора у нас остался уловленный на фильтре диметилдиоксимат палладия. Его мы сейчас разложим в царской водке до хлорводородного комплекса палладия и отфильтрованный раствор объединим с раствором нитрата палладия, который у нас получился после чистки якобы платины. И после этого из объединенного раствора выделим металлический палладий при помощи формята натрия. Ну а следы родия поищем в оставшемся после всех фильтраций маточном растворе при помощи цементации цинком. Для разложения осадка диметилдиоксимата палладия приготовим 200 мл царской водки. Для этого в мерник прильем 50 мл азотной кислоты и 150 мл соляной до 200. Включаем подогрев и приливаем к осадку диметилдиоксимата палладия половину приготовленной царской водки. Накрываем конструкцию и ждем растворения диметилдиоксимата палладия. По ходу пьесы замечу следующее. Старайтесь никогда не разбавлять осадок диметилдиоксимата палладия водой. Дело в том, что при приливании к нему царской водки в этом случае реакция разложения не наступает. А наступает она только тогда, когда выпарится определенное количество жидкости. И как только концентрация царской водки превысит некоторое пороговое значение, вы со стопроцентной вероятностью получите автокаталитическое ускорение реакции разложения, которое приводит к выбеганию раствора из стакана. Если же вы все-таки разбавили осадок диметилдиоксимата палладия водой
Либо выпарьте эту воду, либо используйте максимально высокую посуду. Я в этот раз осадок диметилгиоксимата палладия водой не разбавлял, поэтому просто ждем разложения осадка. Разложение диметилгиоксимата палладия закончено, и раствор отправляется на фильтрацию. Раствор после разложения диметилгиоксимата палладия отфильтрован и перемещен в стакан объемом 3000 мл. Приливаем к нему раствор нитрата палладия. Ждем нагрева и будем производить восстановление. Раствор нагрелся практически до кипения, и теперь присыпем к нему навеску из 60 граммов трехводного порошка ацетата натрия для связывания продуктов азотной кислоты, а также образования предельных карбоновых кислот. Навеска по массе должна быть приблизительно эквивалентна весу, задействованной в растворе азотной кислоты. Ждем, пока раствор окончательно закипит, и будем присыпать восстановитель, которым у нас будет являться муравьино-кислый натрий или формят натрия. Раствор закипел, и начинаю понемногу присыпать к нему восстановитель. Раствор должен просветлеть, а на дне должен сформироваться осадок. Восстановление палладия до металлического состояния закончено. Выключаем магнитную мешалку. Видим сформировавшийся осадок. И этот осадок отправляется на чистку и сушку. С ним встретимся уже на взвешивании. А пока, как обещал, займемся поиском меродия в маточном растворе. Здесь я отобрал пробу в районе 200 мл. И давайте помучим ее цинком. Будем производить цементацию металлов из раствора цинком. При этом раствор должен обесцветиться, а металлы, содержащиеся в нем, которые в электрохимическом ряду напряжения металлов находятся правее цинка, должны будут выпасть в виде осадка. Потом этот осадок почистим азотной кислотой
все неблагородные металлы растворятся, а родий, который является благородным металлом, раствориться не должен. Должен остаться в осадке. Цементируем. Цементация закончена. Можно наблюдать окончание выделения газов, а также сформировавшийся осадок из металлов, замещенных цинком в растворе. Сейчас я дам этому раствору отстояться. После этого промою пару раз дистиллированной водой и будем оттравливать неблагородные металлы азотной кислотой. Раствор в процессе цементации обесцветился. Осадок категорически не хотел отстаиваться, поэтому пришлось улавливать его на фильтре, и после этого я перенес его в стакан меньшего размера. Там же на фильтре я его и промыл. Ну что, момент истины. Прибавляем азотную кислоту. И видим, что весь осадок без остатка растворился. А это означает, что с родием мы в очередной раз пролетели. Но расстраиваться по этому поводу мы не будем. Повезет в следующий раз. Я думаю, самое время переходить к взвешиванию и подведению итогов. Ну и долгожданная финалочка. Перед взвешиванием напомню, что исходный вес промышленных катализаторов составлял 1,4 килограмма. И давайте посмотрим, сколько же палладия нам удалось с этого количества катализаторов сегодня наковырять. А наковырять удалось 7,1 грамма. Много это или мало, если честно, не знаю. С таким материалом до этого не работал, поэтому судить вам. Теперь по выводам. После проведения анализов выщелачивающего раствора были сделаны неправильные выводы о наличии в нем платины и об отсутствии палладия. И после этого, собственно, все и пошло немного не так. На самом деле нужно было не полениться и сделать третий анализ на диметилглиоксим, который показал бы наличие в растворе палладия. И схема переработки, возможно, была бы немного другой. Но в любом случае это никоим образом не объясняет, как удалось высадить в таком количестве хлорпалладат аммония при помощи обработки раствора хлористым аммонием. Ведь я был уверен, что в обычных условиях он способен сосадить вместе с платиной палладий в очень небольших количествах. Возможно, что в отсутствии платины в растворе и наличии в нем палладия хлористый аммоний ведет себя именно таким образом. И удивляться, собственно, нечему. Также возможно, что нужно было осаждать платину хлористым аммонием в присутствии азотной кислоты. И тогда бы хлорпалладат аммония высадился из раствора в гораздо меньшем количестве. Ну а еще один вариант заключается в том, что пытаться осаживать платину в виде хлорплатината аммония нужно было не на холодную, а на горячую. Как я и говорил ранее, у себя на канале я стараюсь показывать переработки так, как они происходят на самом деле. И сегодня вы были свидетелями пары моих косяков, которые, к счастью, не повлияли на конечный результат. В последующих видео я обязательно покажу другие способы переработки материала, содержащего металлы платиновой группы. Но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!